Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Скоро Рождество, и в этом видео я собрала 5 разных рождественских блюд. Все блюда вкусные, красивые и приносят в дом ощущение праздника. Первым приготовим рождественский кекс. Такой кекс получается очень ароматным и вкусным. Несмотря на большое изобилие всяких вкусностей в магазине, все-таки очень приятно на Рождество приготовить кекс своими руками. Обязательно подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. В кружку насыпаем 1 столовую ложку черного чая и заливаем 100 мл кипятка. Даем чаю завариться. 50 грамм грецких орехов разрезаем на более мелкие кусочки. Вместо грецких можно взять любые другие орехи. 100 грамм кураги и 100 грамм изюма хорошо моем и заливаем кипятком на 10 минут. С сухофруктов сливаем воду и обсушиваем бумажными полотенцами. Курагу нарезаем небольшими кусочками. В миску насыпаем нарезанную курагу, изюм и орехи. Все засыпаем 1 столовой ложкой муки и хорошо перемешиваем. Это делается для того, чтобы сухофрукты равномерно распределились в тесте. Берем 200 грамм муки и к ней насыпаем 1 чайную ложку молотого имбиря, 1 чайную ложку молотой корицы и 3 чайные ложки молотого мускатного ореха. Все перемешиваем. 2 яйца разделяем на белок и желток. В желтки насыпаем 100 грамм сахара и полстакана жидкого меда. Если мед загустел, его можно немного разогреть. Все взбиваем миксером около 3 минут до побеления и увеличения массы. Затем сюда насыпаем 1 чайную ложку соды и опять взбиваем. В эту массу в 4-5 подходов по очереди вводим уже приготовленную мучную смесь, полстакана крепкого чая и 1/3 стакана подсолнечного масла, каждый раз хорошо перемешивая. Сюда же в тесто насыпаем подготовленные сухофрукты и хорошо перемешиваем. В отдельной миске взбиваем 2 оставшихся белка со щепоткой соли. Белки взбиваем миксером около 2 минут до крепкой устойчивой пены. Взбитые белки добавляем в несколько подходов в тесто, каждый раз аккуратно перемешиваем. Готовое тесто перекладываем в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Размер моей формы 25 на 11 см. Форму с тестом ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем сначала 50 минут при 180 градусах, а затем еще 30 минут при 160 градусах. Печем до сухой палочки, ориентируйтесь по своей духовке. Чтобы верх кекса не подгорел, его можно накрыть пергаментной бумагой. Готовим сахарную глазурь. 100 грамм сахарной пудры смешиваем с 15 граммами лимонного сока. Глазурь не должна быть жидкой. Готовой глазурью украшаем кекс сверху. Также кекс я украшаю ягодами клюквы и веточками розмарина. Рождественский кекс получился очень ароматным и вкусным, а готовится он совсем несложно. Обязательно приготовьте такую вкусную выпечку на свой рождественский стол. Второй приготовим красивую сырную нарезку рождественский венок. Такая закуска на столе смотрится очень красиво и празднично, а готовится очень легко и просто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим сыры. Понадобится 4 разных вида сыра, но можно взять и больше. Все сыры нарезаем кубиками размером 1,5-2 см. Я взяла королевский сыр, сыр дорблю, бри и сыр с орехами. Каждого вида сыра по 200 грамм. Нарезанные кубики сыра выкладываем по кругу на тарелку. У меня тарелка диаметром 31 см. Сначала кладем королевский сыр. Затем 4-ю часть круга выкладываем сыром дорблю. Следующим кладем сыр с орехами. И последним выкладываем кубики из сыра бри. Все сыры можно заменить по своему вкусу. Также у меня на канале есть и другие рецепты легких закусок. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Сырный веночек по краю тарелки украшаем веточками розмарина.
Сверху выкладываем оливки и маслины. Сырная тарелка «Рождественский венок» готова, можно подавать на стол. Такая сырная тарелка получается красивой и необычной. Готовится она очень просто и на столе выглядит нарядно и празднично. Такую тарелку с сырами можно приготовить за день до торжества и накрыть пищевой пленкой, чтобы сыры не заветривались. Третьим приготовим салат-сапожок. На столе он выглядит красиво и празднично. 250 грамм ветчины нарезаем кубиками. Нарезанную ветчину выкладываем на блюдо в виде сапожка. Сверху наносим майонез. 3 отварных морковки трем на мелкой терке. Выкладываем ее сверху на ветчину. Сверху морковь солим по вкусу. И смазываем майонезом. 150 грамм сыра трем на крупной терке. Подготовленный сыр кладем следующим слоем. На сырный слой наносим майонез. Если форма сапожка немного нарушилась, то поправляем ее вилкой. 2 вареных яйца разделяем на желток и белок. Желтки нам не понадобятся, а белки трем на крупной терке. Из тертого белка делаем опушку на сапожке. 1 гранат разбираем на зерна. Украшаем оставшуюся часть салата зернами граната. Салат готов, можно подавать на стол. Салат-сапожок получился очень красивым и вкусным. Такой салат точно придаст столу праздничный вид. Четвертыми приготовим очень вкусные карамельные орешки. Такие орешки всегда продают на рождественских ярмарках, но их также можно приготовить и дома. Я покажу вам 2 простых способа, как приготовить такое лакомство. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим карамельные орешки на сковороде. На сковороду насыпаем 200 грамм арахиса. Я взяла очищенный арахис, но можно брать и не очищенный. Постоянно перемешивая, обжариваем его на среднем огне. Так готовить можно любые орехи, они все будут вкусными. В отдельной миске смешиваем 100 грамм сахара и 50 мл воды. Когда арахис уже обжарился до нужного состояния, выливаем к нему воду с сахаром. Постоянно перемешивая лопаткой, готовим его дальше. В определенный момент, когда вся вода уже испарится, у сахарного сиропа начнется процесс кристаллизации. Все перемешиваем, не останавливаясь, пока весь сахарный сироп не кристаллизуется. Арахис в сахаре готов, только ему нужно дать остыть. Также можно приготовить орехи в сахаре и в микроволновке. В миску насыпаем 200 грамм миндальных орешков, сюда же насыпаем 100 грамм сахара, 1 чайную ложку молотой корицы и наливаем 30 мл воды. Все перемешиваем. Миску ставим в микроволновку на 3 минуты мощностью 800 Вт. Через 3 минуты миску достаем и все перемешиваем. Сразу же опять ставим микроволновку на 2 минуты. Через 2 минуты вынимаем орехи и перемешиваем ложкой, не останавливаясь до тех пор, пока вся карамель не кристаллизуется. Это происходит очень быстро. Орешкам даем остыть и можно угощаться. Таким методом можно готовить любые орешки в сахаре. Из таких орешков можно приготовить сладкие подарочки деткам на Рождество. В каждый пакетик насыпаем разных орешков и завязываем красивыми ленточками. Вот такие симпатичные и вкусные получились подарочки своими руками. Карамельные орешки получились очень вкусными и ароматными за счет корицы. Вместо корицы можно добавить ванильный сахар. Орешки получаются настолько вкусные, что от них просто невозможно оторваться. Готовятся они очень просто, легко и быстро. И пятым приготовим красивое и необычное печенье на Рождество олененок Рудольф, которое очень нравится как детям, так и взрослым. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто. Снимаем цедру с половины лимона с помощью мелкой терки. Снимаем только желтую часть. В миску насыпаем примерно 150 грамм пшеничной муки, 50 грамм миндальной муки, 70 грамм сахара и 1 чайную ложку разрыхлителя. Сюда же высыпаем лимонную цедру. Все перемешиваем. Миндальную муку в этом рецепте можно заменить пшеничной. В
эту сухую смесь кладем 100 грамм холодного сливочного масла, нарезанного небольшими кусочками. Все перетираем руками до мелкой крошки. Сюда же разбиваем одно яйцо. Все перемешиваем сначала ложкой, а затем руками. Долго мешать не нужно. Тесто должно получиться мягкое, пластичное и хорошо держать форму. Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 30 минут. Охлажденное тесто совсем немного разминаем руками и раскатываем в пласт. Коврики теста немного посыпаем мукой. Из раскатанного теста вырезаем кружочки с помощью круглой формочки. Диаметр моей формочки 7 см. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 20 печений. Кружочки теста перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 10-15 минут. Печенье испеклось и уже остыло. Подготавливаем шоколад. 25 грамм темного шоколада ломаем в чистую сухую мисочку. Топим его в микроволновке импульсами по 10-15 секунд, каждый раз перемешивая. Будьте аккуратны, не перегрейте шоколад, иначе он может свернуться. Растопленный шоколад перекладываем в кулинарный мешок. На печенье рисуем олененку рожки и глазки. Ставим шоколадную точку, где будет нос, и сразу же прикрепляем красную конфетку. Я использовала конфеты M&M's. Таким методом украшаем все печенье. Печенье олененок Рудольф получилось очень вкусным и красивым. Такое печенье отлично поднимает настроение в праздничный день. Обязательно приготовьте это печенье, тем более готовится оно очень просто. Если вам понравились эти рождественские рецепты, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.